Всем привет, меня зовут Наталья, и вы на канале Вкусняшки у Наташки. А давайте приготовим сегодня еще одно блюдо из баклажан. Баклажаны я обожаю, поэтому хочу вам предложить фаршированные баклажаны в духовке. Я беру удлиненные баклажаны, промываю, обрезаю хвостики с двух сторон и затем вырезаю серединку. Сразу присаливаю и ставлю в дуршлаг, снизу, естественно, форму, куда будет сливаться жидкость, горечь, вот чтобы убрать горечь. И так проделываю со всеми баклажанами. У меня здесь 5 баклажан. Баклажан – это вид многолетних травянистых растений рода послен. Возделывается как однолетнее растение и съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, а в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Прикольно, правда? Родина баклажана – субтропики Азии. Именно там можно встретить далеких предков баклажана, произрастающих в диком виде. Впервые начали окультуривать баклажан более 1500 лет назад. Это сейчас мы знаем, что название у этого овоща – баклажан. Древние римляне и греки называли баклажаны яблоками бешенства. Меланцана ошибочно интерпретировалась как мела инсана, то есть сумасшедшее яблоко. И очень долго это препятствовало распространению активной торговли баклажанами в Европе. Европейцы познакомились с баклажаном в середине 15 века, однако широко выращивать эту культуру начали гораздо позже, только в 19 веке. Вырезанные подсоленные лодочки я отставляю где-то на полчаса в сторону, а сейчас займусь серединками, которые я вырезала из баклажан. Нарезаю их на небольшие кусочки, добавляю соль, черный молотый перец и отставляю в сторону, пока буду нарезать лук и помидоры. Лук я нарезаю тоненько, но четвертинками, то есть не измельчаю, прям совсем мелкий-мелкий-мелкий, чтобы он был. А помидоры буду использовать бычье сердце. Они более мясистые, но можно любой сорт мясистых помидор. Если вам нравятся мои рецепты, подписывайтесь на канал и не забывайте активировать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А также я благодарю всех, кто подписался на мой канал. И нас, ребята, уже 242 человека. Всем большое спасибо. Скоро доберемся до 300 спартанцев. А я продолжаю рассказывать о своем рецепте. Подогреваю немного оливкового масла на сковородке. И пока масло разогревается, нарежу 3 зубчика чеснока. Стараюсь как можно мельче, но это не принципиально. Можно чеснок обжарить и выбросить. Отправляю чеснок на сковородку, слегка обжариваю. Следом отправляю лук. Лук присыпаю небольшим количеством сахара. Чайная ложка. Ссылка с объяснениями появится в правом верхнем углу. Вы помните, что мы отставляли в сторону серединки, порезанные на кусочки? Вот в данный момент я высыпаю сюда эти серединки и тоже слегка обжариваю. Как только баклажаны становятся слегка прозрачными, наливаю 30, максимум 50 грамм белого сухого столового вина. Тушу примерно 15-20 минут и затем добавляю помидоры. В конце можно добавить немного зелени любого типа: укроп, петрушка, базилик. Баклажаны, из которых стекла жидкость, выкладываю на противень и ставлю на 5-10 минут в духовку. Они слегка подвяливаются, горячие, и на них выкладываю уже горячую начинку. Хорошенько присыпаю сыром и запекаю в духовке еще 15-20 минут, не больше. Вам нравится такая красота? Приятного аппетита!